Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Совалмаш. С вами Александр Сударев. И сегодня мы сделаем видео о том, какая ситуация сейчас происходит на площадке. Вот сразу за мной вы видите уголок, в котором выполнялись землеройные работы. Сейчас они полностью завершены и идет восстановление плодородного слоя. Причем эта работа тоже уже, судя по тому, что мы видим, можно сказать, завершена. Осталось поставить забор, который уже заказан, и в этой части площадки можно сказать, что работы выполнены. А что же это были за работы? На самом деле это очень важное для здания, да и для всего проекта место, потому что именно здесь была осуществлена врезка для подключения холодного водоснабжения. И на текущий момент эта врезка успешно выполнена, вода подключена, труба находится под давлением. Сейчас необходимо сделать санацию, то бишь дезинфекцию, и уже в ближайшее время можно сказать о том, что ПКТБ получит действующий ввод по подключению холодной воды, с чем всех нас с вами и поздравляю. Ну а в том числе мы с вами стоим уже на финальном слое асфальта. Могу сказать, что у меня это вызывает отдельные эмоции, потому что все предыдущие, не все предыдущие, но большинство предыдущих наших видео мы снимали, передвигаясь по, скажем, временным плитам, а то и по глине, иногда по обратной отсыпке, по песку, по гравию. Ну а вот по финальному слою асфальта мы ходим с вами совершенно недавно. И, конечно, уже очень приятно, что некоторые наши сотрудники уже начинают выполнять определенные ритуальные действия. По-другому это назвать не могу. Они делают полный круг вокруг здания ПКТБ на личном автомобиле, при этом не боясь, скажем так, испачкаться. С этим тоже всех нас поздравляю, но здесь, скажем, нужно четко понимать, что как студенту одной ночи не хватило перед экзаменом. Действительно остался участок дороги, куда мы сейчас с вами переместимся и поговорим, что же будет с ним. Мы с вами видим, что работы на площадке продолжаются. Сейчас осуществляется вывоз грунта. И надо отметить, что мы все еще стоим с вами на асфальте, но уже не на финальном слое, а на первом, скажем так, да. И вот, начиная отсюда, нам предстоит еще выполнить элементы благоустройства. Мы видим уже установленный бордюрный камень, мы видим вырытую небольшую траншею под формирование тротуара. Здесь будет калитка, вход пешеходный. Ну и дальше начинается самая, скажем так, сложная часть работы по этой площадке на текущий момент. Мы видим то, что уже выровнена площадка, мы видим щебень, мы видим, естественно, обратную засыпку, геотекстиль ниже, все это послойно уплотнено и, одним словом, готово под асфальт. Но там сейчас выполняются работы. Вспоминаем, что раньше здесь была теплотрасса, осуществляли прокол под проезжей частью по ту сторону. Там эти все работы уже были завершены. Прокол закрыт, засыпан, восстановлена проезжая часть, и здесь все отлично. Но на нашей территории необходимо выполнить еще некоторые виды работ. И здесь стоит учитывать, что когда, скажем, знаете как, было гладко до бумаги, было гладко на бумаге, но что-то пошло не так в реальной ситуации. Потому что, скажем, при выполнении работ выяснилось, что необходимо сделать еще один прокол, но уже под нашей теплотрассой, для того, чтобы осуществить финальное подключение. Здесь будет также осуществляться врезка холодного водоснабжения, вторая. Тепло уже заведено, функционирует, но о нем чуть позже. И, скажем, остались вот последние рывки для того, чтобы все это дело победить и завершить работы. Погода уже нам не благоволит, скажем так, ноябрь уже заканчивается, это понятно, достаточно прохладно, но тем не менее мы постараемся сейчас положить первый слой асфальта для того, чтобы закрыть вот как раз-таки площадку, для того, чтобы минимизировать возможные потери и сложности. Потому что если мы уйдем в сезон дождей, то
вся эта выровненная уплотненная площадка будет размываться. Автомобили, которые будут там в любом случае ездить, совершая те или иные работы, будут растаскивать все это добро по асфальту, будут его загрязнять, будут возникать колеи, ну, скажем так. Поэтому стараемся сейчас успеть закрыть защитный слой в этом году. Ну и, тем не менее, стоит отметить, что темпы работ достаточно высокие. Сейчас они полностью зависят от темпов поступления инвестиций, как уже неоднократно говорилось. Но, тем не менее, мы с вами видим, что лишняя земля уже вывозится, ее осталось мало. И этот прокол, который нам предстоит, он уже не такой трудозатратный и сложный, нежели чем тот, который мы выполняли через проезжую часть. Пойдемте внутрь здания и посмотрим, что происходит там. Ну а сейчас мы с вами переместились в здание, в производственную его часть. Вы видите огромное количество строительного материала, плитка, вентиляционные коммуникации, точнее магистрали, которые будут прокладываться. Ну и самое такое, наверное, наглядное, то, что сейчас вы могли заметить, это то, что находится надо мной. Во-первых, это, конечно, лотки, это трубы, которые появляются все в большем количестве, то бишь инженерные коммуникации. Ну и, конечно, да будет свет. Ну, правда, одна лампочка еще не подключена, но, тем не менее, процесс прямо сейчас выполняется. Уже приступили к монтажу постоянного источника освещения этого цеха. Стоят люминесцентные лампы, которые безопасны для зрения человека. И, честно скажу вам, что, глядя на лампы временного освещения, диодные, глаза напрягаются значительно сильнее, нежели чем вот на подобное решение. Сейчас эта нитка уже полностью смонтирована, осталось подключить некоторые лампы. По ту сторону цеха смонтировано уже 3 нитки, ну, 2 точно, монтаж одной еще выполняется в данный момент. И в целом мы с вами также слышим шумы тепловой пушки, которая обеспечивает временное отопление. И пока, скажем так, эта технология отопления живет с нами. Но стоит отметить очень важную вещь. Когда мы с вами сейчас стояли на улице, мы с вами говорили о том, что прокол под теплотрассу был осуществлен, тепло было заведено в здание, оно находится под давлением и де-факто уже, скажем, к зданию подключена горячая вода. Поэтому для того, чтобы мы сейчас смогли с полной ответственностью начать готовить здание к подключению постоянной схемы отопления, нам необходимо выполнить некоторые работы де-юра. Поэтому сейчас, скажем, идет работа с документацией для того, чтобы получить добро на подключение отопления в АБК в первую очередь и в некоторые цеха производственной части, потому что в некоторых комнатах уже смонтированы радиаторы, к ним уже подведена система труб для подключения их в систему. Вот, скажем, это очень важная задача, над которой мы сейчас с вами бьемся. Я надеюсь, что в последующих наших видео, которые будут достаточно скоро отсняты, я с радостью смогу всех нас поздравить, что тепло подано по уже финальной, скажем так, схеме, по постоянной. Но это не единственная часть, касающаяся отопления. Дело в том, что мы сейчас с вами переместимся в АБК, и там посмотрим процесс отделочных работ и многое другое, что там происходит сейчас. Но самое важное, это то, что климатическое оборудование частично уже смонтировано, подключено и, скажем, идет развязка определенных узлов. Поэтому уже совсем скоро система вентиляции также должна начать работать, а это и приточная вентиляция, и вытяжки соответствующие, и возможность регуляции температуры будет также, скажем так, реализована. Ну, а сейчас я предлагаю переместиться в АБК и посмотреть, что же происходит там. В АБК у нас сейчас достаточно много сотрудников трудится. Мы с вами видим то, что уже выполняется отделка настенными панелями, стеновыми панелями. Сейчас уже подведена плитка для того, чтобы выровнять уровень дверей лифта. Да, к сожалению, их придется несколько поднять. Вот, но, скажем, для этого все готово. И более того, сегодня на площадку должны прибыть сотрудники компании, которые устанавливали нам лифты, отрегулировать эти двери по заранее достигнутым договоренностям. Ну и, что немаловажно,
и с этим действительно можно нас всех поздравить. Один лифт, исходя из наших договоренностей, будет запущен, и благодаря этому мы сможем поднимать крупногабаритные строительные материалы на второй и третий этаж для того, чтобы сократить себестоимость выполнения работ. Ну и в то же время ускорить их скорость выполнения, как бы это сейчас не прозвучало, масло масляное. Но суть, я думаю, вы поняли. Здесь мы с вами, скажем так, будем кратки. Помещение будущего кафетерия сейчас приводится в уже убранный вид, скажем так. Сейчас тоже та же участь постигла и помещение шоурума, а точнее выставочного пространства. И уже в ближайшее время эти помещения будут полностью убраны, будут изолированы, закрыты. И мы уже, как вы видите, можем начинать приступать к покраске стен и завершению уже финишной отделки. Там вот на заднем фоне ребята занимаются укладкой плитки, поэтому, скажем, процесс идет полным ходом. Давайте мы с вами, хотя, наверное, вы знаете, там сейчас на третьем этаже производится покраска потолка. Я думаю, мы туда с вами вместе не пойдем, а наши операторы, когда будет возможность, сейчас, так, чтобы не мешать ребятам, поднимутся и постараются для вас запечатлеть эти кадры. Надеюсь, что получится. Аккуратно. Вот. И здесь стоит отметить, что вот сейчас очень большой акцент делается на завершение отделочных работ по АБК. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, отказаться от временных помещений, которые мы сейчас арендуем в НИИТМ, для того, чтобы полностью перевести сюда всех сотрудников и уже, скажем, вдохнуть еще больше жизни в наше предприятие. Поэтому темп работы вдохновляет. Ребята занимаются также монтажом систем климатических, кондиционирования сейчас устанавливают, поэтому давайте мы отсюда уже будем убегать и не будем никому мешаться. Отходите, товарищ оператор. Вынуждены были мы с вами переместиться уже сюда, здесь сейчас поспокойнее, скажем так. Там в АБК мы сейчас мешаем активному выполнению работ. Здесь у ребят, которые занимаются освещением, пока перерыв, поэтому можно спокойно пообщаться. Касательно АБК стоит еще отметить также, что плитка по большей площади уже была уложена, часть докладывают, и процесс завершения этой работы уже тоже не за горами. Поэтому, скажем так, исходя из темпов, мы видим, что рабочие места создаются, и уже скоро мы сможем начать их наполнять сотрудниками, кадрами, как теми, которые уже сейчас находятся в нашем распоряжении, являются сотрудниками Соволмаш, так и будем добирать, соответственно, тех членов команды, которые нам нужны для функционирования предприятия. А насколько скоро мы сможем к этому приступить, вплотную зависит от сроков завершения строительства. Потому что в полную мощность мы сможем начинать работать
именно тогда, когда сдадим объект государственной комиссии. Ну, скажем, это будет некий шаг, начало, да, когда мы уже официально можем начинать заниматься коммерциализацией проекта. Почему встали около этого лазера? На самом деле тоже не просто так. Помимо отделочных работ, мы также обрастаем и производственными мощностями, создаем дополнительное технологическое оборудование, занимаемся подготовкой оснастки для того, чтобы запускать производственные линии. И вот сейчас этот лазер накрыт, так как он без соответствующего стола. Здесь еще будет формироваться специальная ограждающая конструкция, чтобы не скажем, пылился, потому что сейчас здесь тоже будут работы проводиться над ним. Но дело в чем? Лазер был нами принят, поставлен на свое законное место, запущен в работу, но для того, чтобы реально им пользоваться, необходимо было доустановить специализированную систему фильтрации, для того, чтобы мы с вами не получили на выходе цеха, в которых, скажем, белые стены со временем перестают быть белыми. Поэтому вот все эти пусконаладочные работы сейчас продолжаются полным ходом. Достаточно большое количество изделий мы вам уже демонстрировали в наших чатах, показывали определенные фотографии, поэтому я настоятельно рекомендую вам подписаться на наш Telegram Соволмаш, на группу ВКонтакте, конечно же, чат номер 1 в скайпе, в котором ограничено количество мест, но вы все еще можете постараться стать его участником, потому что количество людей обновляется. Но даже если вы не сможете этого сделать, не расстраивайтесь и подписывайтесь на наш Telegram. Там самая свежая новая информация. Касательно разработок, касательно углошлифовальных машин, полным ходом продолжаются работы, выполняется тестирование новых и новых версий, выполняется, скорее идут переговоры с потенциальными заказчиками, которые, скажем, проявляют очень большой интерес и инициативу к тому, чтобы мы уже взяли их заказы, подтвердили это договорными, скажем так, обязательствами, соглашениями и начали работать по полному циклу. Но нам, к сожалению, приходится сейчас даже сдерживать их намерения. Почему? Потому что я уже об этом говорил. Для того, чтобы приступить к полноценной работе, мы должны создать текущие площади, подготовить необходимые мощности и уже начать работу по полному циклу. Сегодня получилось достаточно долгое разговорное видео, поэтому не получилось кратко. Давно с вами не общались в таком формате. Хочется рассказать и показать все, что здесь происходит. Надеюсь, хотя бы частично у меня это получилось. Поэтому пишите ваши комментарии. Спасибо за поддержку, за участие, за внимание. Оставайтесь с нами и до новых встреч.